Приветствую, ребят! Сегодня не обзор, не подбор, не начало проекта, а лайв-видео, ситуация из жизни. Суть этого видео в том, что я решил продавать свою первую машину, Passat B4. И это видео не о том, что вот продается, покупайте. Ссылку я оставлю в описании, если я не продам ее на тот момент, потому что я не знаю, когда это видео выйдет. Суть этого видео именно поностальгировать. Было начало проекта этого автомобиля, истории на канале, и пусть будет логическое завершение его. С нее канал и начался. Несмотря на то, что я сначала снял свой B6, потому что машина подороже, поинтереснее, ликвидная. Люди тогда за ней гонялись, она была популярна. Мне писали: подскажи, на что смотреть, какие косяки в них. Ну, люди хотели ее, поэтому первую ее выложил. Но по логике, по сути, началось все с нее. И на канале много видео про нее было, ремонтов, коробку на ней меняли, я рассказывал об этом. Плейлист я оставлю, можете посмотреть, если кому-то интересно. И если у вас такой автомобиль, там есть некоторые, может, советы, опыт эксплуатации. Я прошу прощения, то, что машина не помыта, потому что на снег пошел, дороги посыпаны. То, что я мыл вечером, а от этого уже след простыл, пока сюда доехал. Машина всегда выручала, претензий к ней нет, только благодарность. По кузову есть по косметике косячки, но силовая структура кузова целая у машины. Да, она делалась в 2015 году, я уже неоднократно на канале об этом рассказывал, но стаканы целые, заводские, они не тронуты. Днище тоже вовремя внимание ему уделено. Машина не рассыпается, не разлазится по швам, как есть некоторые такие в продаже. На обзоре Coolray или на видео про А8, я точно не помню, кто-то написал: купи себе нормальную дубленку. Ну вот купил себе дубленку, с вашей помощью я хочу еще купить нормальные джинсы и ботинки. И пользуясь случаем, я хочу сказать то, что я никого не собираюсь учить жить, но, ребята, нужно верить всегда фактам и доказательствам, а не сплетням, байкам, что не только в автосфере, что обману, там еще что-нибудь. В любой сфере абсолютно, независимо. Я о том, что вчера я загнал машину в салон. Я не буду делать им рекламу, говорить их название, где они находятся. Нет, неважно. Я загнал машину с целью обмена. В том плане, что я свою машину отдаю в зачет, ее оценивают, называют сумму. Я покупаю у них автомобиль, доплачиваю нужную сумму до того автомобиля. Потому что у них было то, что меня заинтересовало. Ну, разумеется, ВАГ. Кто давно смотрит мой канал, знает, что я фанат ВАГа. Но настроение у меня в конце упало, то, что по итогу машина эта оказалась продана. Забегая вперед, она вот уехала перед моим носом практически. Из стойла увели, из-под носа увели. Вот. И я загоняю свою. И я уже думаю, ну, была не была, что будет. Придется доплачивать, потому что продажей заниматься не хотелось. Я ее еще до сих пор не выставлял в продажу, только в соцсетях объявил своих, то, что буду продавать. Они ходили 20-25 минут вокруг нее. Два там этих парня, менеджера или кто-нибудь там, оценщики считаются, не знаю их должности. Но я стою у машины, уже жду этого вердикта, потому что они начинаются с 1700 в продажах. Ну, я думаю, 1700-1800, может, скажут, а то и 1600, потому что им нужно ее перепродавать, ну, разумеется, и навариться на этом-то, ясное дело. И уже один из них подходит, я уже жду то, что он скажет, и он называет сумму, меня прям выровняла полностью, сумма меня полностью устроила. Я к тому, что не надо кричать, что они все хапуги, они не оценивают нифига, занижают стоимость. Они назвали, тем не менее, стоимость, которая меня полностью устроила. И наполовину я ее уже вчера продал. Потому что если у них что-то интересное вновь такое появится, я ее загоняю, эту сумму они мне предоставляют, но если доплачу и уезжаю, машина остается им. То есть частично она уже продана. И один вариант ее продажи все же существует. Поэтому всегда нужно проверять, а не верить, что там Вася сказал, они такие, они сякие и так далее. Все необходимо, ребята, перепроверить саму лично, потому что у вас с Васей взгляды могут расходиться. Для него неприемлемо то, что для вас нормально, и наоборот. А причина продажи проста. Нужно двигаться дальше. Всегда, ребят, по крайней мере, стараться. И сейчас вы можете сказать: слушай, так продай B6, он дороже в обслуживании, будет больше требовать денег на обслуживание, продай его, больше сумма будет в итоге, и ты сможешь купить какую-то другую машину, снимать дальше видео. Нет.
Потому что я неоднократно говорил на своих видео, то, что я мечтал об этой машине, я не хочу ее продавать. Я купил такую, какую я хотел. Она свежая, в классном состоянии, не заезжена, не ушатана, не замученная. Я хочу ее оставить себе как музейный экспонат, чтобы просто была она у меня. Я не мечтал, она у меня есть, и как стоял как эталон, эталон канала. Я не говорю, что я ее не продам никогда. Возможно, настанет тот момент, когда я ее продам. Но тогда, когда меня уже жизненные обстоятельства серьезно так нагнут. До последней возможности я буду держать ее у себя. Поэтому, пока такая возможность и такие обстоятельства меня не прижали, я ее не продаю. Я держу ее у себя до последней возможности. И у того же B6 больше потенциала для тюнинга, с ним больше чего можно придумать, сделать, чем с этой машиной. И она все равно по современнее, поинтереснее. А с этой машиной мы уже ничего не снимем. Потому что касается кузова, на B3 все будет сказано. Здесь коробка заменена, результаты вам показаны. По обслуживанию, по эксплуатации тоже кучу видео снял, рассказал. У нас был B3 белый, там где установили такой же двигатель, такую же коробку и чипанули его, там было 120-130 сил, сейчас она уже быстрее, постоянно дорабатывается, ну и, честно говоря, больше это превращается уже в корч, когда вы сильно далеко уже заходите. То же самое было на Audi 8D3, там тоже установили только 110-сильный двигатель и раскачали его на 120-130 сил. И уже это предел, это максимальный предел, что можно получить. Дальше только корчевание. Уже ставить 1.9 EA188, как было на А4, B5 Passat, А8, D2 Audi, Audi A6 C4, там уже по жести пошли прям. Полным-полно этих автомобилей на канале. Может быть, мы то же самое и сделаем с следующим героем. Не знаю, не забегая вперед, посмотрим, что это будет. Ну, скорее всего, видимо, 1.9 мы также и сообразим. А здесь уже больше нечего снимать. И популярность машины падает, просмотры ее падают. Единственное актуальное видео — это замена коробки, потому что там многим интересно и нужно владельцам таких машин. А так уже все, что можно, мы с ней сняли. По салону тут все как и было, ничего нового. Что, прокатимся в последний раз. Сама машина все равно интересно с этой коробкой стало, и эта коробка очень хороша для нее, потому что раньше 40 и 60 км в час были скорости переключения. Ну, для Европы это хорошо, потому что у них 30 и 50. А у нас, получается, как раз нужно ехать 40 и 60, а у меня-то были на той коробке это скорости переключения. И с этой коробкой я уже спокойно на второй еду 40, а на третий 60. И мне гораздо приятнее и удобнее теперь на ней ездить. Ну и, конечно, крейсерская скорость возросла, потому что было 122,5 тысячи оборотов, сейчас уже, как я говорил, 130-135. Это очень хорошо по трассе. Если говорить честно, то ее и чиповать не надо. Ну, если только 10-20 сил этих накинуть, на 110 сил раскачать. Потому что веселая машина, потому что эта вот резкость у нее есть, а когда вы ставите больше турбину, начинаете уже корчевать, как было на А8D3, вот B3, все равно на низах нету этой остроты. Но вот в B3, когда вот было 120, это вот на грани разумного, я ее чувствовал, эту остроту. Ну, конечно, на ней так весело подерзить, побеситься, погонять. Вот это на этой машине можно сделать. Это, конечно, неискушенный человек получит удовольствие. Да и я тоже получаю, потому что все равно машина веселая, недорогая в обслуживании, то ходовую можно поменять. Я думаю, молодым парням это будет зачет. Для быстрого, веселого передвижения по городу ее достаточно. До 60-70 она разгоняется быстро. У вас не будет задержки вот этой медлительности, что вы ждете, давай быстрее, там что-нибудь. Такого нету. Но по мне, я ее и не чиповал. Она и не чипована, потому что я не вижу смысла в этом. Сверхураганной динамики вы не получите. А хочется сохранить эту остроту, эту резкость снизов, которую я так обожаю. И машины хватает по городу за глаза, чтобы резко перестроиться, дернуться до 70, от 80 можно играться как угодно, машина идет хорошо, и на ней весело так беситься немного.
Нету вот этой задержки, есть уверенность, что вы успеете, что вы газанете, она пойдет. То есть в этом плане полный комфорт. Она многим уступит по динамике, но все равно так со светофора в потоке она мало кому уступает. Конечно, после сотни уже картина меняется, ее все сделают, но в городе нет такого вот видного заметного недостатка в динамике, острого недостатка в динамике, что вот прям не хватает и все тут. Нет, этого как раз нет. А не весело. Вот уже 80 я спокойно. И опять же, я не ставил большие шины на нее, я ее не задирал наверх, как многие любят. За счет этого машина очень хорошо держит прямую. Потому что когда я ехал на B3, том белом, там спереди он задран сильнее, и меня унесло с третьей полосы в первую. Это тоже опасно, ребят. Кто будет на таких машинах все равно кататься, не задирайте их наверх. Если вы любите скорость, не задирайте их наверх, потому что будете летать. Здесь нет никакой электроники, здесь только свои мозги и свой опыт. Выложил я объявление, через 18 минут уже было 33 просмотра. Через 43 минуты поступил звонок, был уже 71 просмотр, поступил звонок, приехали его смотреть. Поэтому ребята забирают. Прошло 1,5 часа, 230 просмотров. Машина уже куплена, она ушла за 43 минуты. Поэтому объявление я уже снимаю. Во вторник, потому что сегодня суббота, 19 ноября, 2:30. Воскресенье, понедельник, выходной, вторник машина будет переоформляться. И все, на этом история ее на этом канале закончена. Были выходные, поэтому машина стояла. Сегодня 22 ноября, вторник, машина продана. Все, ушла машина. Осталось на память только ДКП, талон и брелок. Все. Но я рад только то, что машина ушла в заботливые руки, хорошим ребятам, а не каким-то перекупом. Так что машина будет жить, о ней будет заботиться, и душа спокойна. Но на этом канал все равно не заканчивается, мы продолжаем жить, мы будем помнить эту машину. Это хорошая машина, ребят, была все равно. Но будет новый герой, мы продолжаем. Счастливо!